Хотел бы остановиться в большей степени на политической стороне тех процессов, которые сейчас складываются, и на перспективах урегулирования ситуации, а не решения ее силовым путем. Реальных фактов военного характера ядерной программы Ирана пока не установлено. Мы имеем косвенные признаки, но этого недостаточно. К этому я бы добавил, как человек, который наблюдает за политической стороной развития процесса, тот факт, что иранская сторона неоднократно подчеркивала, что с моральной точки зрения, с религиозной точки зрения, стремление приобрести ядерное оружие категорически неприемлемо для Ирана. Эта точка зрения, чем чаще она будет повторяться в ходе переговорного процесса, я считаю, может только укрепить перспективу неядерного развития невоенного развития иранской атомной программы. Следующий момент, который я хотел бы отметить, это вопрос взаимоотношений между Ираном и Израилем. Поскольку у всех, так сказать, из нас в той или иной степени фактор Израиля, когда мы говорим об иранском атоме, присутствует, то, с моей точки зрения, логичным и реальным ходом для разрешения сложившейся ситуации на Ближнем Востоке было бы в той или иной форме начало прямых контактов между двумя странами с тем, чтобы они могли в каких-то, я не знаю пока, боюсь предположить, каких формах, найти форму диалога, что уже могло бы способствовать разрядке ситуации в этом районе. Поскольку Израиль сохраняет неясность в отношении собственной ядерной программы, и большинство экспертов согласны с определенной военной составляющей этой программы, на мой взгляд, такого рода шаг был бы наиболее конструктивным для нахождения решения ситуации в этом районе. Следующий момент, который я хотел бы отметить, это вопрос о том, как следует построить тактику на переговорах и какие шаги можно было бы рекомендовать их участникам. Мне кажется весьма конструктивной идея связать возможность приостановки до обогащения урана до уровня в 20% с определенного момента с какими-то позитивными встречными шагами, будь то отмена введенных санкций, либо даже более продвинутая программа взаимодействия. Потому что, на мой взгляд, достаточно быстро развивающаяся экономика Ирана свидетельствует о том, что именно путем конструктивного вовлечения, если хотите, constructive engagement, можно было бы оптимально показать Ирану плюсы от сугубо мирного развития ядерной программы, которая сейчас в Иране складывается. Как добиться этого конструктивного вовлечения Ирана в сотрудничество с европейскими странами, с Россией, Соединенными Штатами Америки, с любыми из участников этого процесса? Это уже вопрос для не только дипломатов, но и для тех, так сказать, персон, которые могут определить реальные области для взаимодействия. Все ищут какие-то нарушения в иранской ядерной программе, нарушения режима нераспространения и стремления Ирана к ядерному оружию. Но я хочу заметить, что в режиме нераспространения ядерного оружия нет такого понятия, как презумпция невиновности. То есть Иран должен доказывать, что он невиновен, а не МАГАТЭ должно доказывать, что Иран виновен. Здесь это очень важный вопрос, мне кажется. И поэтому вот такая ситуация, которая сложилась вокруг Ирана,
она, мне кажется, очень сложная. Я думаю, в том, что касается возможной вовлеченности других стран в процессе переговоров, я не думаю, что их участие стало бы решающим. Я не думаю, что Россия, Китай, США и эта пятерка 5+1 так уж и обрадовалась бы этому. Понимаете, те вопросы, которые обсуждаются, они очень сложные на самом деле. Это очень технические вопросы. То есть это значит, что для обсуждения их нужно иметь таких людей, как у вас есть в правительстве США, в России, во Франции, такие люди, которые имеют необходимые знания, данные для того, чтобы информировать политическое руководство страны. Последние 9 лет, мне кажется, на нескольких решающих этапах Иран и Америка, они как-то не синхронно действовали. Да, были попытки установить диалог не только по ядерной программе, по другим вопросам и проблемам. Администрация Буша не готова была вообще что-то решить. Когда в 2009 году администрация Обама пришла к власти, они были готовы к перезапуску отношений с Ираном. Но иранцы в 2009 году не были готовы принять такое предложение. То есть все как бы в противофазе получается, когда одна сторона готова к переговорам, другая не готова, и наоборот. И это продолжается уже который год. Последняя встреча когда была? В прошлом году в Стамбуле, да? Американский участник был готов к двухсторонним переговорам с иранским коллегой, а иранец даже не захотел личной встречи с американцем. Конечно, сложно так чего-то добиться, но мне кажется, Джордж прав. Мы здесь надеемся, что санкции, экономические санкции приведут к тому, что руководство Ирана поймет, что такие проблемы мешают Ирану даже в финансовом плане сотрудничать с остальной частью мира. И когда международное сообщество прекратит закупать нефть у Ирана, то, конечно, тут надо серьезно задуматься. И смотрите, сейчас ситуация такая, где, да, политика, она вообще сама по себе сложная, и США тоже. У меня такое ощущение, что в конце концов администрация будет готова согласиться на какую-то договоренность, что Иран будет обогащать, то есть создавать низкообогащенный уран в каких-то рамках, но нам нужно, чтобы Иран какой-то первый знак подал, что они готовы взять на себя какие-то обязательства, так, чтобы это действительно было взаимным процессом. Ситуация сильно меняется, и она в некоторой степени способствует поиску решения иранской ядерной проблемы. Потому что никогда против Ирана не действовали такие санкции, как действуют сейчас. Я думаю, сейчас можно говорить уже о тех санкциях, которые американская сторона называет калечащие санкции. На такой уровень выйти не удавалось никогда. Это одна сторона. Вторая сторона. Меняется внутриполитическая ситуация в Исламской Республике Иран. По мере того, когда чаша весов склоняется в сторону консерваторов, в это время, получается, нету необходимости одной стороной и второй стороне быть неуступчивой. Потому что если две стороны, консерваторы и неконсерваторы, приблизительно равны по силам, каждая сторона боится пойти на уступку, потому что ее обвинят в предательстве национальных интересов. Если же консерваторы в лице Али Хаминеи побеждают, они могут идти на какие-то инициативы. Это создает некоторую возможность маневра, даже учитывая то, что в следующем году только будут президентские выборы. Это вот по поводу внутриполитической ситуации. Теперь, что можно сделать? Я считаю, что самая большая проблема сейчас в том, что количество низкообогащенного урана постоянно накапливается, а видимых целей, куда его использовать, нет. И с этой точки зрения, я думаю, было бы крайне разумно пойти на какие-то неординарные решения. Например, создать на территории Исламской Республики Иран предприятие по производству ядерного топлива для Бушерской атомной электростанции. Конечно, вы можете возразить,
что Иран имеет малое количество низкообогащенного урана. Потому что одна загрузка энергетического реактора, как в Бушере, требует 20 тонн ядерного топлива. Но, однако, могу вам сказать, что на Украине мы одновременно были опыт использования сборок твелов, российских и американских, Вестингхауса. Они могут использованы в одной зоне. То есть, по сути, если мы даже будем иметь не очень большое количество ядерного топлива со стороны Ирана, мы все равно можем его задействовать в процессе эксплуатации Бушерской атомной электростанции. А что очень важно для американской стороны? Ведь у нас есть соглашение о вывозе отработанного ядерного топлива. Ведь то, что потом произведется после работы Бушерского реактора, Россия должна вывести к себе домой. То есть из этого нельзя будет выделить плутоний. Вот это в отношении того предложения, которое, наверное, тоже можно рассматривать. И теперь по поводу российской позиции. Конечно, российская позиция менялась. Поначалу Россия старалась быть больше наблюдателем и вела переговоры двухсторонние. Потом российская позиция активизировалась. И здесь были, соответственно, сделаны предложения со стороны секретаря Совета Безопасности Игоря Сергеевича Иванова, который был в Тегеране. На них Тегеран, к сожалению, иранское руководство позитивно не ответило. И тогда речь шла о том, что можно было бы попробовать найти выход из того тупика, который наблюдался. Позднее Россия подключилась больше к позиции других партнеров. И сейчас я не вижу какого-то противопоставления, что Россия играет, например, против США или против Франции. В принципе, мы сейчас, если говорить по ядерной проблеме, мы в одной лодке. И с этой точки зрения, я думаю, было бы разумно, если бы мы предлагали какие-то пути, которые, может быть, они не совсем очевидны, но они, которые могут осуществлять реальный контроль за расщепляющим материалом. Я считаю, что сейчас это становится проблемой номер один, потому что его уже 5,5 тонн. А если будет еще больше, что с ним делать? Ведь нету реальных причин его использования, потому что для Тегеранского исследовательского реактора сейчас расщепляющий материал уже не надо. Реакторов других не строится. Зачем накапливается материал? А если мы найдем выход, каким образом, во-первых, уменьшать его количество, и самое главное, контролировать, куда оно тратится. Вот это, я считаю, очень важно. И в этом случае мы могли бы выйти, наверное, на попытку решения иранской ядерной проблемы.